Опытная азиатка в твоей постели. Опытная женщина. Мечта и кошмар для любого мужчины. Но что если она из Азии и она опытна? Азиатка бревно в твоей постели. Просто обожаю читать комментарии про то, что азиатки в постели бревна. Особенно занятно это слышать от женщин. Простите, а вы-то откуда знаете? Ну да, один блогер рассказывал. И они точно знают. В общем, как говорят, сами не знакомы, но категорически осуждаем. Как же это обстоит на самом деле, мы говорили в материале «В постели с азиаткой лед или пламя». Ну, так-то по вопросу, катком мы проходились не раз. Смотрите подборку материалов на мирсерпень.ру. Поговорить есть о чем, ибо тема благодатная, хотя на самом деле в этом смысле все достаточно обычно. Хотя опытные азиатки встречались, и вот тут занятно. Правда, про то будет нашим приват-клуб, тут уж извиняйте. Итак, сегодня у меня игривое настроение, поэтому мы позапаскалим над тему, как азиатки дошли до жизни такой. Серпень. Что серпень? Ну, перепончатокрылый серпень. Она как айсберг в океане. Когда делал материал, за что азиатки любят наших мужчин, я оставил на потом один важный момент, и эту страшную тайну сейчас открою. Нашим мужчинам не все равно на ощущения женщины во время этого самого процесса коитуса. Ну, то есть наши мужчины реально стараются, чтобы женщине с ними было как минимум хорошо. Что наши женщины это не ценят, отдельный вопрос. А вот азиатки на близкие знакомства с европейцами подсаживаются безвозвратно. Что? Молодец. Ну просто в азиатской постельной традиции женщина обслуживающая сторона. Азиатский мужчина старается сам для себя, он погружен в свои ощущения. Как там подруга, дело десятое. Проблема сия известна и постоянно мусолится во всех азиатских СМИ. И даже стал источником многочисленных шуток. Корейские дорамы Форева. Для нас важно то, что девушки восточноазиатской национальности живут в интересном мире, где: первое, жизнерадостная культура, в которой секс не является грехом. Второе, азиаты половую жизнь начинают жить рано. Третье, полового воспитания в Азии практически нет. Четвертое, многие даже не подозревают, что женщине тоже может быть хорошо от происходящего в постели. И вот однажды наша условная азиатка знакомится с европейцем. Так бревно или нет? Акцентирую внимание. На базовом уровне прокачки твоя азиатка в постели в лучшем случае неопытна. Из скиллов имеется только умение лежать и тихо попискивать. В лучшем же случае она реально бревно, лежит и следует указаниям мужчины. Но происходит так не потому, что ей все равно или она ничего не чувствует. Просто такова и культурная среда. В качестве пруфов смотрим японские фильмы для взрослых. Да, часто оно именно так и происходит. Так, успокойся, закрой вкладку с роликами с Лилита и Джан Дилин. Вот, кстати, еще одно имя, Шармен Стар. Впрочем, я отвлекся. Но есть у азиатов и еще один важный скилл – умение и любовь учиться. Потому если ты хоть что-то делаешь, чтобы твоя азиатка тоже интересно проводила время, она быстро освоит нужные навыки. Пожар в твоей постели. Занятно, что в древней китайской культуре опыт и традиции постельных дел должна передавать именно женщина. То есть опытная в этом деле женщина знакомится с неопытным молодым мужчиной и всему того обучает. Тут рекомендую тайваньские дорамы, там данная тема мусолится часто. И погоди торопиться знакомиться с китаянками, потому что эта древняя традиция вымерла много лет назад, теперь она только в дорамах. А сейчас я буду говорить банальные вещи, которые умом все понимают, но почему-то не осознают. Вопрос знатокам: как приобретается опыт? Только лишь диалектическим переходом количества в качество. Невозможно стать опытным в постельных делах только лишь с помощью просмотра тематических фильмов и чтения книг. Только практика. Поскольку любое количество азиатских мужчин женщину просто не способно ничему обучить. Вывод прост. Если твоя азиатка опытна, значит у нее было много европейских мужиков, которые ее обучили плохому. Она много тренировалась, а теперь ты следующий в ее длинном списке. И тут как минимум стоит задуматься об источниках ее познаний. Может, она барная девочка или просто шалава? Попробуй ответить себе без розовых соплей, зачем тебе такое счастье. Про сладкое. Хотя несомненный плюс любых азиаток в данной сфере тоже имеется. В 99% случаев до свадьбы да. Хоть за это спасибо. И еще осознай одну простую, но важную мысль. Любая нормальная азиатка очень ценит, когда ты о ней заботишься и стараешься сделать ей хорошо. В постели в том числе, особенно в постели. Азиатки понимают, что ты старался и искренне нас благодарят, что вообще-то выглядит странно. Да, мы-то забыли, как это бывает. Вероятно, тебе из мира мужчина должен будет немного непривычно.